Дорогие мои друзья, гости канала, всем привет из Луганской Народной Республики, из ее столицы, из Луганска. Меня зовут Евгений, вы на канале Мир Евгения. Еще раз всех приветствую. Кто еще не подписался, гости, подписывайтесь на канал. Да, ставьте, друзья, лайки, пишите комментарии, обязательно, мне очень приятно от этого. И продвигайте канал, делитесь моими видео с другими, своими друзьями. Так. Значит, мы в центре сейчас на Советской. Видите, здесь какая красота у нас. Но мы будем сейчас выдвигаться на одну из моих старых дач. Сегодня поедем мы на Острую Могилу. Я там давненько не был. Хочу поехать посмотреть груши. Также по пути хочу заехать, я тут, не знаю, куда-нибудь заедем. В общем, по пути сейчас маршрут буду думать. А так хочу заехать на областную больницу еще. Ну и проедем там мимо вот этого коттеджного поселка. Кстати, там где-то вроде какие-то новые дома построили. А, вот еще была мысль, может, давайте на Вауш заедем, посмотрим, как он изменился. Что-нибудь там вообще делается. Там большой довольно-таки городок. В общем, двигаемся. Сейчас по пути будем маршрут конструировать. Так особо не планировал я, но мотаюсь на износ. Сегодня вот с утра был в станице. Вчера по городу тут мотался. Только успеваю аккумулятор заряжать на камере и на велосипеде. Ну и заливать видео на компьютер. Еще, правда, ничего не монтировал. Завтра, наверное, буду. Надо себе, наверное, купить какой-то съемный SSD. Недорогой, но гигов на 500, наверное. Чтобы было на чем файлы возить. Потому что сразу не смонтируешь, потом их перевозить проблематично. Нет, у меня несколько SD-карточек есть, можно на них позаливать. Но лучше, конечно, сразу монтировать. О, гляньте, какая здесь пробка. На Алексеева по улице Челюскинцев. По Оборонной мы сегодня не поедем, потому что я там и так уже много раз ездил. Мы сегодня поедем вот по Челюскинцев. Нет, но потом все равно мы выедем, наверное, на Оборонную. Но это уже будет там дальше. Да, машин очень много, видите? Сейчас вот вроде желтый. Машин больше, чем до 2013 года. Вот, кстати, видите, везет в окне уголки, а тряпку не повесил. И не видно их нифига. Вот так вот можно и въехать. Кочки тут местами, конечно, хорошие. Ну а мы вот сейчас подъезжаем к обувной фабрике. Вот, кстати, да, пожелание. Улица Челюскинцев, вот эта вся, она ночью полностью темная. На этой улице нужно делать освещение. Причем даже в самом центре, вот возле Шпилевого богатыря, возле Шоколада, возле центрального рынка улица вся темная. Причем очень давно она темная. Так, бывший Приватбанк проезжаем. Сейчас не знаю, что здесь. Военкомат, наверное, или что-то такое. Так, подъезжаем вот, да, вот же обувная фабрика идет полным ходом. Здесь раньше бильярд был. Гудзон. Ну, не знаю, работает он или нет. Сегодня тоже жара у нас, но вроде не так жарко, как вчера. Вроде немножко как-то полегче. Сегодня больше облаков, что ли. Ух ты, здесь светофор быстрый. Некоторые светофоры очень долгие, особенно вот эти новые поставили. Просто пипец.
Поехали, знаете, куда сейчас заедем? Поехали, заедем на Машзавод 100 посмотрим. И на Полипак. Там же как раз вот это прилет был. Да, по этой улице я раньше рассказывал. Часто малой я ходил за картошкой в гараж к деду. У нас здесь вот гаражи в низине дальше. И вот когда снежок был, я брал санки. И у деда в гараже хранили картошку. Ну, у нас тоже сарай есть во дворе. Но там подвал похуже и поменьше. И ходил от него мешок картошки. И потом привозил на санчатах. Ну, честно говоря, мне кажется, в моем детстве более зимние, что ли, были зимы. Вернее, не более зимние, более снежные. Снега было. А сейчас, мне кажется, снега вообще ни хрена нету. Так, проезжаем железную дорогу. Эта железная дорога раньше туда шла. В район щелочных аккумуляторов. Ну, тенечки, вот едешь, ветерок вроде обдувает, не так жарко. Вообще в этом году август жаркий. Кстати, опять, гляньте, опять бежит вода. Опять питьевая. Я не знаю, вот за мое время пребывания в Луганске, это уже, наверное, 4-й, я вот потоп наблюдаю. Можно, конечно, помыть колеса. Вода чистенькая. И ножки помочить, чтобы не так жарко было. Поеду в пятницу назад, дождь обещают. Поэтому поеду, наверное, в шлепках, а сверху, если что, плащ надену. Причем, гляньте, бежит она здесь уже очень давно. Потому что, гляньте, какие лужи большие. Вот так вот. А в центре трубу меняют, там, где ничего не бежит. Лучше бы вот здесь поменяли, где бежит постоянно. Ну, поменяют, наверное, но только когда. Ну, знаете, чистая вода все-таки не так страшно, как когда канализация бежит. Это гораздо хуже. Так, ну вот Машзавод 100. Так он и не работает. Здесь улица Звейника идет. Видите, и вот памятник Звейнику, собственно говоря. А здесь у нас Макдак. Здесь что-то кукурузные палочки, еще что-то здесь сделали. Вот. А ну тут так и осталось, по-моему, производство. Какая-то часть. Ну, он должен быть, видать, это, наверное, территория бывшего Машзавода. Ну, тоже, вон, смотрю, есть здания какие-то без окон разрушенные. В общем, тоже странное тут. Поехали посмотрим, что там. ЦКБ Донец работает или нет. Я здесь когда-то катался, но очень-очень давно. Ну, в смысле, не так прям давно. Ну, наверное, скорее всего, 21 год, наверное. Ну, они тогда работали. А Машзавод, видите, он его Полипак, по-моему, выкупил хозяин. Вот ЦКБ Донец. Ну, вывеска какая-то есть, Звейника 45. Да, машины внутри есть, значит, работает. Работает, да, на проходной кто-то есть. Работает это. У них здесь небольшое опытное производство свое, ну и плюс инженерно-технический, так сказать, состав. Ой, ну тут походу тоже у них тут стекла повыбивало. Потому что прилет был близко к ним. Сейчас покажу. Их, короче, взрывной волной задело. Вот, смотрите. Вот видите их здание. И вот видите, стекла повыбивало у них. Не знаю, будут они что-то делать или нет. Или эта часть у них не используется. Тяжело сказать. Ну вот мы подъезжаем к Полипаку. Да, здесь было новое отремонтированное здание. Вот, и
Но в нем, по-моему, практически ничего не было, я не знаю. Вот оно теперь стоит, видите, вот такое. Вот такое вот оно теперь стоит разрушенное. Но оно не функционировало, оно законсервированное стояло. Видите, и сюда осколками прилетело, повыбивало. Видите, фанерой позабивали. Конечно, жесть. Не знаю, куда они целились, куда она летела. Непонятно. Какое отношение к этому всему имеет производство пленки и так далее, упаковочной для колбасы и всякой херни, я не знаю. В общем, конечно, жестко. Но машины вроде стоят, вроде они работают. Так что, друзья, вот такие дела. Здесь, кстати, он тоже и сюда долетело. Здесь тоже повыбивало стекла взрывной волной. Да. Печально. Но, видимо, у них там на территории еще есть здания, наверное, временно переселились в другие. А это же еще прилет и днем был. Я, правда, не помню, выходной это или будний день был. Люди работали, скорее всего. Да, жесть, короче. Оно просто мимо, сколько я раньше здания этого ездил, я не знаю. Это офисное какое-то здание было. Они тогда до войны как-то, я не знаю, в аренду или выкупили машзавод 100. То есть, вот, и там у них было опытное производство тоже какое-то. То есть они, видать, там занимались производством этих экструдеров или что-то такое для вот пленки, пластика. И они собирались туда расширяться. А потом же война началась. И это здание, оно вот такое и стояло. То есть, ну, я не видел, чтобы оно работало. Может, там офисные кто-то и сидели, но я что-то очень сомневаюсь. Не видно было, что там окна открыты были или еще что-то. То есть, оно такое, знаете, стояло как полузаконсервированное. Поэтому такое себе. Скорее всего, целились куда-то в другое место, а попали сюда. Ладно, не будем о грустном. Сейчас выйдем мы на улицу. Вот, кстати, видите, дорога, где убитая. Вот это вообще убитая, писец тут. А здесь, кстати, я не знаю, как сейчас. Раньше здесь маршрутка даже ходила. Сейчас, наверное, вряд ли она ходит. Я не знаю, здесь или какой-то, я вот не помню, какой маршрут. Ходил какой-то, который туда шел с востока на юг, а вот какой, я вот хоть убейте, не помню номер. Ну, видите, это раньше была одна большая промзона, здесь сейчас дальше будет домостроительный комбинат и так далее. То есть здесь всякие базы были. Ну, в Советском же Союзе сами все делали, сами производили. Вот ДСК начинается, видите. Здесь железобетонные конструкции, панели, наверное, делали для панельных домов, ну и так далее. И оно уже давно стоит полузаброшенное. Тут мне расскажут, что вот до Украины, да, вот при Украине оно развалилось, а не при ЛНР. Так что у нас здесь уже на ДСК я одно время работал. Это, наверное, 8-й, 9-й, ну, до 11-го года я, по-моему, здесь работал. Вот, 2 года. На территории мы уже арендовали здесь цех. То есть это уже было частное производство, и много на территории вот такого было частного всякого. Так, ну а сейчас поедем, заедем на авторынок. Надо нам сейчас на ту сторону как-то перебраться. Здесь довольно-таки интенсивное движение. Перебрался я на другую сторону. Сегодня мы опять едем дебрями, не по центральным улицам. По центральным улицам все. Нет, ну мы сделаем потом, я не знаю когда. Завтра, послезавтра я проедусь именно по центру, по объектам, на ЖД вокзал, в ЛКСМ. Жалко, что не уезжать надо, и в ЛКСМ на открытие я не попаду. Конечно, хороший контент. Я, может, маме что-нибудь оставлю. Стабилизатор для телефона оставлю, или камеру оставлю ей старенькую. Попрошу ее, чтобы она поснимала, сходила.
А так, ну, не знаю, отпуск теперь не скоро, через год. Праздники тоже большие не скоро, только осенью. Ну, может, как-то там отпрошусь, посмотрю, отработаю по вечерам какой-то день, чтобы приехать в пятницу. На День города, может, приеду. Посмотрим, что оно будет, друзья. Тут каждый день все меняется. Непредсказуемо. Не получается сейчас загадывать с этими и с военными действиями и так далее. А мы подъезжаем к авторынку. По авторынку тоже я ездил, когда-то снимал, но все это было в 2021 году. И снимал я еще и на старенькую камеру свою. Ценники только у нас тут веселые. Народ жалуется, что цены у нас не очень приятные вообще на все. Барыги дерут 3 шкуры ада. Так, ну вовнутрь заезжать сегодня не будем. Едем дальше. Следующая остановка Вауш. Ну, здесь дорога вот неплохая. Я не помню, ее когда-то давно уже сделали. Она такая остается. Кстати, на новом моторе я уже проехал 1300 почти километров. Ой, что-то я залазил дорогу, друзья. Пошли ямы такие. Прямо серьезные. Здесь посадка вокруг, хотя там дальше тоже частный сектор есть. Тут тоже такой Шанхай на склонах. Я здесь как-то ездил тоже по просьбе трудящихся. И так хорошо ехал по луже, а в ней оказался лед под низом. И я, короче, в эту лужу упал. Там видео есть такое на канале, купание. Ну, там 2 есть купания. Один раз я еще на областную больницу как-то ездил тоже. Только снег растаял, оттепель началась. Зимой, по-моему. И тоже там хорошо так искупался. Ну, там просто ехала, меня из-под колес вода обливала, и машины встречные обливали. Ну, было, короче, весело. Ну, тут тоже типа автомобильных магазинов идут, тоже такой контент автомобильный в этой части. Ну, там сверху будет магазин за рулем. Вот мы назад выехали на Оборонную. Здесь, кстати, рассказывали, что собирались новый квартал вроде строить. О, здесь авария. Кто-то в кого-то врезался. Ну, конечно, перевернутая фура — это жесть. Непонятно, что здесь произошло. Ну, стоит Мерседес старенький с оборванным бампером. Салоны, кстати, я смотрю, потихоньку ремонтируют, открываются. Машины завозятся. Да, потихоньку. Я не знаю, тут просто проблема с некоторой недвижимостью, что, наверное, поуезжали, побросали, и оно на ком-то числится, а
законодательства не было. Там в ЛНР вообще, по-моему, судов не было. А сейчас вот начали вот это все, сказали, что будут наводить порядок и вообще всю недвижимость, жилье, все остальное, кто не платит, кто, так сказать, давно не объявлялся, не числится, будут через суд ставить на молоток, короче, и продавать. Я думаю, так будет со всем. И с бизнесом, короче, со всеми этими вещами. Так, нам надо бы на ту сторону перебираться. Заехали бы сюда, к ЛТК-арене. Ну, сейчас тут где-то, по-моему, будет пешеходный переход. Спешимся, перейдем на ту сторону. А вот и ЛТК-арена. Ох, солнышко какое. Армейский магазин какой-то. Но я в этой арене ни разу не был. Так вам скажу. Вот зато я вот здесь вот был. Был здесь спортивный комплекс, принадлежащий заводу щелочных аккумуляторов. И мы здесь когда-то играли. Там и спортзал был, и баскетбол, волейбол, настольный теннис. Всякое такое. А здесь параллельная дорожка идет туда, к гостинице. Не знаю, работает она или нет. Ой, что-то здесь, дорогие мои, такие лужи. Там вот сбоку вроде тропочка идет. Давайте. Съедем сюда. То там я не хочу плавать опять. Хоть велосипед и не очень чистый, но плавать не хочу. То есть, видите, в таком состоянии все, в каком-то таком полузаброшенном. А ну машины какие-то стоят, наверное, гостиница работает. Здесь раньше неплохая гостиница была. Волжаночка старая. Инициал. Не знаю. Вывески. Свет внутри вроде горит. Ну, никакой вывески, ничего. Такой, кроме просто инициал, нету. Вот мы приехали на кольцо возле танка. Сейчас поедем с вами по Ваушу, кружочек сделаем и будем выдвигаться на областную больницу. Ну, здесь немножко сейчас прокатимся. Интересно, авиационный музей сейчас работает или нет? 197 большой, красивый. Вот опять поехала, воды не взял. Надо будет воды купить, попить. Самолет большой, красивый стоит. Тут, кстати, он интересный, этот сам Вауш, потому что он тут состоит из разных домов, разного возраста. Есть такие вообще совсем старые, там, по-моему, двухэтажные или трехэтажные.
Есть вот панельки более свежие, четырехэтажные. Есть там или 9, или 11 в глубине. И есть вот коттеджный поселок вот тут направо. Давайте сейчас на край коттеджного поселка заедем, посмотрим. Там въезд у них закрыт. Там у них охрана сидит, шлагбаум. Я как-то заехал, мне, вы куда, зачем, почему? Короче, поняли, нельзя сюда. Это частная собственность. Вот такая вот красивая. Кстати, на той фирме, в которой я работал, они здесь занимались, короче, что-то тут коммуникации делали. Канализацию, еще что-то. А я там другим занимался. У директора была мечта сделать пиролизную установку. Отходы перерабатывать. Ну, короче, чертил там установку, оснастку, всякую хрень там. Вот видите, вот двухэтажные домики, совсем старые. Здесь где-то вот должен быть проезд налево, я не помню, высокоэтажка. А вот давайте сюда поедем. Тут же и школа большая была, и этот Вауш сам был. Ну, Вауш еще в 2014 году расхерачили. Вот бы его бы восстановили, конечно. И вообще здесь и часть, вот это все бы восстановили, и опять бы начали бы здесь готовить летчиков. Было бы здорово. Ну тут, конечно, такой тоже Шанхай. Тут строилось все в разное время, поэтому тут, чтобы проехать с одной части в другую, надо знать дорогу. Тут специфическая, конечно, инфраструктура. Что я, видите, я на велосипеде, я объезжаю, на машине я бы хрен бы проехал бы нормально. Он вообще одноэтажный, даже есть дома. А вот тут классные вот домики, видите? Не знаю, сколько, 9 тут. Вообще шикардосные, гляньте какие. Я даже не знал, я когда сюда в первый раз приехал, я офигел от того, что здесь, оказывается, такие домики есть. То есть тут такой довольно-таки большой такой квартал. Много здесь людей живет. Понятно, что сейчас уже это не военный городок. Поэтому здесь, конечно, ну, сколько-то военных есть, я не знаю. Вот, кстати, может и вот это вот достроят. Видите, стоит недостроенное. Сейчас же начали достраивать разное жилье потихоньку. Здесь, конечно, здесь есть какие-то военные сейчас. Ну, конечно, не знаю. Не в том объеме, не в том этом, как в советское время. Ну, раньше да, это ж все было, получается, за забором. И цветочки тоже у людей растут. Ну, проезд здесь, конечно, такой специфический. Ну и завод плюс здесь авиаремонтный. Он вроде тут даже этот министр промышленности этот приезжал на него. Что-то тут планы и так далее. Ну посмотрим, не знаю. Пока особо новостей про него никаких не пишут. Ну что, вон и детишки гуляют. Вот, кстати, гляньте, у них здесь детская площадочка. Сейчас машину пропустим. Дятел где-то стучит. Барбос лежит. Здесь детская площадка. Здесь и парк там дальше есть, но он заросший полностью. Барбос посмотрел так на меня. Жарко, да. И гавкать и бегать-то особо не хочется. Надо сейчас попробую я проехать и к этому. Ну вы поняли. Дорогу только вспомню. Возвращаемся мы назад на дорогу. А тем временем произошла у меня временная
Неожиданная остановка. Переднее колесо, короче, спустило. Хотя вроде бы у меня там стоит антипрокольная резина, супер-пупер, все такое. Но, короче говоря, где-то я колючек там на природе нацеплял. Возле водоема или не знаю, где-то там по дорогам ездил. Короче, все равно пробили они эти длинные острые колючки, пробили резину. И, короче, благо, что я хоть оттуда доехал домой. И только вот здесь она сейчас уже спустилась. Кстати, да, о чем я вам говорю. Гляньте, школу ремонтируют. Школа просто офигенская. Освещение, забор. Все такое. Короче, вообще класс. Ну, а дальше у нас вот авиаремонтный завод. Не знаю, работает он или нет. Что-то машин не очень-то много стоит. Но какие-то стоят. Не, ну что-то есть. Что-то есть. Пару десятков машин стоит, в общем. Непонятно, что оно работает или нет. Здесь что-то расчищают, строят. Тоже. Вон вдалеке, видите, разрушенный. Подождите, что-то я не пойму. А где училище? Что-то я не понял. Его что, снесли, что ли? Гляньте, здесь футбольное поле им сделали какое. Видите, имени Берегового. ГУ ЛНР ЛВК имени Берегового. Ну, посмотрим, что-то, короче, здесь будет. А здесь напротив вот выстроили, видите. А, не, вон оно здание разрушенное. Сейчас подъедем, посмотрим. Короче, здесь вот они, видите, построили им спорткомплекс целый. Короче, круто. Деревья поподрезали. А вот, наверное, разрушенный. Да, вот, наверное, идет. Да, его бы еще восстановили бы. Было бы здорово. Но его в 2014 году тут типа штаба было что-то такое. И в него прилетело. Его расхерачили, и он так и стоит. Что-то тут заросло, все так заросло, что вообще не подъехать. Друзья, что-то я не понял. Его что, снесли, что ли? Это что-то другое. Или нет? Ну, что-то я не пойму. Видать, заросло все полностью. Вообще прохода нету. Сейчас я еще карту открою, посмотрю. Ну, что-то непонятно. Вот оно, наверное. Но оно, наверное, все заросло. Вот оно, здание. Но полностью все заросло. Вот какая-то тропка есть. Или это уже другое здание. В общем, друзья, что-то тут непонятное происходит. Что-то я запутался. Здесь вот какие-то остовы разрушенные. Но это не то, наверное. Наверное, оно ниже. Наверное, я путаю, друзья мои. Это лицей. Это вот у нас нет. Это же у нас школа. А где лицей? А там дальше, что ли? А, вот здесь какой-то лицей. Ну, в общем, что-то тут строится, что-то тут делается. Непонятно. А что-то вот сам Вауш... Подождите, может он ниже? Сейчас проедем на карте, я не пойму. Что-то тут все перестроили. Бывшая школа. Непонятно. Мне кажется, он вот тут вот был прям. Неужели снесли? Ха.
Да, друзья мои, что-то не могу я найти. Походу, такое впечатление, что здание снесли. Потому что вот какая-то простая площадка. А мне кажется, он вот как раз был напротив школы. В общем, как-то так. Какие-то остовы тут небольшие есть в кустах, либо заросло, не знаю я. Хотя там была большая такая площадка. А вот, кстати, здесь парк небольшой. Более-менее привели видео в порядок, но пока траву не покосили, цветы не посадили. Но, видите, положили асфальт, бордюрчики, освещение сделали. И вот здесь вот стоит памятник Николая Гастелло. Видите, привели здесь в порядок. Да, по картам смотрю, нету его. Его, походу, снесли, друзья. Ну, может, что-то построят новое. Видите, какие-то заброшенные, разрушенные дома здесь, здания. Причем не одно здание, а несколько. Ой-ой-ой, как здесь все разрушено. Да, все здесь разрушено, пипец. Гляньте, ой-ой-ой-ой-ой. Когда это, интересно, во время войны? А что здесь было, интересно? Полностью разрушенное здание, крыши нету, стекла повыбивало, через асфальт трава проросла. Да, печально. В советское время строили. А сейчас вот это вот такое вот. И недалеко же от центра города такое здание. Да. Печально, конечно. Ну ладно, друзья, что, едем дальше. Все здесь такое разрушенное. Интересно, разрушено это до войны или во время? А напротив, видите, здание целое, там что-то есть, вон и машина стоит. Ну вот кто просил нам видео снять, может рассказывать в комментариях, что это за здание, почему оно разрушено. Может он знает. А здесь, видите, тоже полузаброшенное какое-то здание, батареи стоят. Хотя свет горит. Доски памятные вон висят. Здесь типа парка вокруг. Ну, здание что-то делает, что-то ремонтирует. Ну, а то, конечно, здание, да. Там пипец, там его сносить только. А, наверное, с ним ничего не сделаешь уже. Там ни крыши нету. Ничего нету. Да, представляете, какие колоссальные средства, сколько труда было положено, чтобы это все в советское время построить. Так бездарно это все уничтожено и потрачено. Как в Чернобыле, вы знаете. В этом месте, как зона отчуждения, стоят вот эти заброшенные, разрушенные дома. Вот мы вернулись на Оборонную. А сейчас мы вот переезжаем, по-моему, 50 лет обороны улица называется. Кстати, вот здесь вот вроде обещали по правую сторону строить новый микрорайон. Проскакивала такая новость. Но вот где, как будут строить, пока тишина. Ну а мы сейчас будем ехать мимо Мединститута. Больница здесь, по-моему, я не помню, первая или какая-то находится. И в областную заедем. Здесь у нас квартал жилой небольшой по правую сторону. Путя пока, вот видите, лежат трамвайные. И вот начинается у нас Мединститут.
О, луганские деликатесы и Луганова. Что еще надо? Выпил и закусил. Вот здесь больница у нас идет. За деревьями в глубине. Сейчас скоро учебный год. Уже, по идее, они экзамены всякое это поздавали. Ну, сейчас, хотя это, как он там называется, ГОСы. Не знаю, кто там прошел, не прошел. Ну, на контракт еще можно, наверное, поступить. Так, а вот эти вот по левую сторону дома. Вот тут вот был пасечник. Вот их, я так понял, достроили. Вот этот домик левее. Да, кстати, к ним вот и коммуникации. Мы сейчас переехали, щебенкой засыпаны. Видимо, что-то к ним прокладывали. Вот тут еще по правой стороне были дома недостроенные, коттеджный поселок, не знаю я. Ну, сейчас заедем, посмотрим сюда на областную. О, кольцо трамвайчиков. Помню, малой, я здесь с бабулей ждал трамвая с полными ведрами клубники, крыжовника, малины. Было дело. А до дачи тут еще больше, чем полчаса пешком. Да, ну туда дальше, там Видное, по-моему, или Рассвет, я уже не помню. Ну и выезд на объездную и аэропорт. А вот и наша областная республиканская больница. Так, проезд закрыт. А тут внутри обычно там можно проехать. Здесь много аптек, магазинчиков. И ничего тут особо не изменилось с тех времен, когда я здесь и лежал в больнице, лечился в 19-м году. Не, в 19-м, 20-м. И когда я тут ездил, видео снимал. Все тут, друзья мои, по-старому. Ничего тут особо нового нету. Так, ну вот здесь поликлиника. Поехали на дачу. Сейчас на дом заглянем этот, посмотрим. Ну, видимо, там что-то доделают еще, потому что смотрю, что там что-то разрыто. Видимо, какие-то коммуникации прокладывают. Я не знаю, воду, газ, канализацию. Так, ну надо водички бы купить. Сейчас зайдем, минералки купим. Напился холодной минералки. Двигаемся дальше. Сейчас поедем через коттеджный поселок. Вот здесь конно-спортивная школа. Направо, не знаю, работает или нет. Здесь какие-то магазинчики открылись. Ну а мы сейчас направо поедем. Опа, здесь видите, какая стройка идет. Что-то они тут разрывали. Прямо капитально. А вот этот дом, который я говорю, что достраивали. Вот он, видите, какой красивый. Ну и вокруг тут еще идет стройка. Но он еще недостроенный, потому что смотрю, что там строителей много вокруг. Соответственно, значит, что-то еще делается. Сейчас. О, видите, тут и асфальт, и въезд, и все такое. То есть, ну, еще строится он. Молодцы. Что можно сказать? Молодцы. Я вот сейчас думаю,
про пробитое колесо. А вот заднее, там тоже, наверное, шипы. Надо будет потом где-то в теньке или уже завтра поеду. Надо будет перевернуть, посмотреть, повыдергивать их. Они, скорее всего, где-то в резине застряли, но они могут, как бы вы поняли, пройти наружу, а могут нет. Заднее колесо вроде потолще, там резина. Побольше защита. Может, там не пробило. Здесь кенда. Ну, видите, прошло через защиту. Или сбоку защита только по центру. Так, а вот коттеджный поселок у нас, видите, начинается. А здесь вот мединститут, и у них вот здесь стадион и поле футбольное с ареной. Ну, стадион и поле, вот это все есть у меня. Отдельное видео, оно так там и называется, мединститут Луганский. Так что ищите на канале, смотрите. Правда, был я там зимой. Ну, уже, кстати, с GoPro снимал. И тогда, кстати, даже, по-моему, снежок какой-то был. А мы едем через коттеджи. Тут домики сиротские. Да. Не знаю, правда, насколько здесь сейчас в них кто живет. Ну, такие здесь домики, короче, шикарные. Большие, прибольшие. Ну, есть, я смотрю, заросшие. Такие, видимо, что хозяева давно уехали и давно их здесь нет. Так, а мы сейчас здесь где-то будем пробираться через дебри. Здесь тропка есть через поля. Да, дворцы здесь, конечно, себе настроили хорошие. О, гляньте, здесь даже дорога есть. Еще дальше домики идут. Я даже не знал, что здесь такие еще. Да, ну, нет, здесь кто-то живет, открыто. Открыто. А вот дальше я не знаю, есть ли проход или нет. А вот этот заброшенный. А мы в лес тем временем заехали. Вот по этим тропкам мы, собственно, и ходили на дачу здесь. Много-много раз и много-много лет. Да, бабуля сюда до 80 лет на дачу ходила. Ну, на велосипеде когда-то на простом, помню, тоже сюда мы ездили, было время. Ну, а сейчас здесь только много людей ходит. Не, ну на даче все равно ходят, конечно, потому что транспорт, я не знаю, какой вообще сюда вот ходит. 112 раньше ходил, он ходил от обувной фабрики. Изначально он ходил вообще, кстати, я помню, когда я совсем малой был, у нас остановка была и кольцо нескольких автобусов возле детского мира. Вот тут вот вокруг вот этого вот парка, что по Челюскинцев 2 улицы разделены. Вот там как минимум 112 и 128 был. 128 ходил то ли на Мирный, то ли на Южный, я не помню. Сейчас его тоже сделали 128, он вроде ездит, но у него тоже туда же идет, так сказать, на юга, но он идет, вот я не помню откуда, Лесобыл больница или откуда-то, короче, ну, маршрут у него поменяли. Вот. А там кольца не было. Какое-то время его переносили, это кольцо, получается, на обувную фабрику, и там часть автобусов ходила. На кладбище мы выехали, тут, видите, элитные крутые могилы. Ну, я не знаю, на этом кладбище уже сейчас практически, наверное, не хоронят. Что тут уже места нету. Но поминать приезжают сюда. У меня тут тоже дедушка, бабушкин муж, мамин отец похоронен, бабушкина мама, прабабушка, еще кто-то здесь. Ну, я их, честно говоря, я их плохо знаю. Я их не знал, они умерли, дед, когда я совсем маленький был.
центральный вход здесь. И вот 112 потом ходил от обувного объединения. Потом он ходил от автовокзала в последнее время. А сейчас не знаю. Наверное, скорее всего, от автовокзала, может, также и ходит. Тяжело сказать. Ну и многие, короче, ехали на шестерке. Ну, сейчас шестерка не ходит, 197-й. Вот эти все, которые на больницу идут, вот тут вот выходят на мединституте. И здесь вот через поля или выше мединститута, где вот кольцо шестерки. И, короче говоря, идут уже пешком сюда на даче. Первые дачи тут начинаются сразу за кладбищем. А так и туда и выше, и ниже много. Ну, автобус, наверное, ходит. Он, скорее всего, 112, он, по-моему, туда аж до крайних дач. Они как-то там, я не помню, видно или как он, или рассвет называется в конце. Я, кстати, туда тоже ездил, видео снимал. На канале есть. Правда, на старую камеру еще, поэтому качество, конечно, похуже. Выехали мы на объездную. Сейчас будем уходить направо. Там будет съезд на даче. Раньше здесь была давно когда-то грунтовая дорога. Не было объездной. Но здесь и сейчас вот есть на вот эти крайние дачи грунтовая дорога. Но нам смысла нет, потому что нам надо туда вдаль ехать. Здесь дорогу еще разбить не успели. А вот и поворот на даче. Ну, я не знаю. По идее, там, по-моему, еще выше есть. Ну, поехали уже здесь. Я давненько не ездил, пару лет, уже подзабыл дорогу. Здесь, видите, даже асфальт какой-то есть. Тут уже дачи понад краем идут. А тут есть тоже много заброшенных дач. Наверное, большая часть даже заброшенных. А есть прям тут дачи, так сказать, уже не дачи, а люди живут. Газа здесь, правда, нету. Вот тоже, да, интересно. На Ольховских вот там вот газ есть, а здесь нет. Ну, здесь основная проблема в этих дачах, то, что здесь нет воды. Раньше здесь была поливная вода. Получается, с Северского Донца качали и сюда подавали. Ну, сейчас уже здесь все. Так, тут я не проеду, там дальше, по-моему, въезд есть. В общем, воду качали с Северского Донца, была поливная вода. Кое-у-кого колонки были. Но здесь, по-моему, довольно-таки глубоко надо бурить, потому что здесь оно на горе, чтобы бывала вода. Там за кладбищем, там есть питьевая вода, вроде, ну, как заведенная именно. Ну, тоже там проблемы с водой по каким-то дням давали и так далее. Поэтому из-за того, что здесь вот не было воды, здесь люди особо и не гнездились, так сказать. А кто-то вот сделал себе скважины еще давно. Ну, электричество, и получается, наверное, отопление, эти, уголь, дрова. Может, что-то частично электричеством обогреваются. Тяжело сказать. Ну и плюс, главное, что вода есть. Ну, а, как сказать, готовят еду, наверное, газовые баллоны. Что-то такое. Так, вот, наверное, наш поворот. В принципе, можно было и там, но там надо было под шлагбаум лезть. А я не хочу. Видите, то есть, в принципе, пешком оттуда далеко, конечно, идти. Так, вот я не помню. По-моему, следующий поворот. Ну, здесь вот прям есть жилые. Я даже разговаривал с людьми, они здесь прямо живут. Да, вот видите, даже машина стоит.
грузовая. И хороший домик тут прям. Ну, здесь тихо, спокойно, за городом, воздух свежий. Вон тоже еще одна машина стоит. Ну, люди приезжают, получается, воду привозят, чтобы было чем поливать. Так, вот мы и приехали. Продолжаем наше путешествие. Сосед опять приходил, с которым мы общались до этого давненько. Да, домик по-старому, все стоит такой полуразрушенный. Они здесь живут. Вот это, что я вам рассказывал, у кого скважина есть своя. Спросил, чем обогреваются. Говорит, обогреваются электричеством все-таки они. Говорит, что вы на дачу будете ездить? Нет, говорит, кооператив же есть, надо взносы платить. Я говорю, да я как бы передам, говорю, своим. Но я говорю, мы сюда особо не ездим. Это я вот так вот приехал прогуляться. Да, груши посмотреть. Ну, груши какие-то что-то висят. Вот одна груша. Да, здесь много фруктовых деревьев вообще по всем этим дачам. И сейчас пойдем посмотрим. Вот какая качелька когда-то была. Давайте сейчас немножко пройдемся. Кто не смотрел мое старое видео. Здесь тропка была, здесь картошка росла. Здесь 2 черешни больших были. Здесь яблони были, малина вот тут была. Все в крыжовнике. Так, сейчас видите, ничего, он тоже что-то... Это уже новые тут соседние хозяева. Что-то тут повыбрасывали. Бочка у нас вот с водой была. А сюда вроде какие-то соседи что-то ездят. Ну да, он говорит, мало людей, очень мало. Очень много заброшенных дач. Тут видите, уже на территории и бересток повырастал, и рябина. Черт знает что, короче. Тут вот какие-то цветы, наверное, у бабушки. Вон, кстати, видите, вон плитка внизу, которая лежала. Вот черешня есть, орех за ней. Но мало. Да, домик вот такой стоит страшненький, маленький. Видите, он изначально деревянный. Ну, дело в том, что эти дачи, они в 60-х, наверное, 70-х строились. Тогда дворцы не строили, хоть бы какую-то должность не занимал. Вот так вот. А потом кирпичом ее обложили. Ну, что-то груши есть. Ну, что-то... Часть гнилых. Часть вон высоко висит. То ли кто-то пособирал. Надо, походу, трусить. Солнышко садится потихоньку, но все равно пока жарко. Хоть и облачка гуляют. Вдалеке где-то слышен транспорт идет по трассе тяжелый. Насобирал я немножко грушек. Но уже, видимо, видите, последние тут остались. Еще сверху есть, но они в основном зеленоватые. Я потряс немножко. Потом пособирал. Снизу груш нету. Хотя до этого, когда я был, ну, видимо, они уже просто либо кто-то пособирал, либо уже просто попадали, попропадали. Ну, скорее, кто-то все-таки пособирал, потому что груша хорошая. И на той груше то же самое. Там только на верхушке вон немножко груш осталось. Они в основном зеленые. Тоже потряс. Он пособирал. В принципе, вот такие вот грушки хорошие. Они немножко разные, ну, но похожие. Вот вторая груша. Есть немножко подпорченные, но уже дома маман поотрезает. Компот будет варить. Не знаю, что-нибудь еще. Так что, в принципе, наверное, хватит. Сейчас будем потихонечку собираться, выдвигаться домой. Ну, а здесь ничего не изменилось. Воды как не было, так и нет. Видите, вон сгоревшая труба водопроводная, пластиковая. Ну и на дачах тоже людей мало. Видите, орехи тоже стоят. Вот один большой, второй, третий. Никто орехи особо здесь не собирает. Да, печально, конечно. А в советское время здесь жизнь прям кипела. Строили эти дачи. Кстати, эти дачи это были не просто дачи. Это были обкомовские дачи. То есть это были элитные дачи. Так что, друзья, вот такие вот дела. Дорогие мои, насобирал он немножко я груш. Запарковал их. Вот, очень сильная жара, потею как суслик, выпил всю минералку. В общем, на такой прекрасной вот ноте, да, жалко, конечно, дачу.
Не знаю, будет здесь когда-нибудь микрорайон жилой нормальный. Ну, может, лет через 100 или 200, не знаю. В общем, надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео, друзья. Подписываемся на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем, как всегда, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.